Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня я покажу самый простой и универсальный способ создания выкройки для кукольной одежды и обуви. Такой способ отлично подойдет для кукол с простым строением тела, таких как Барби, Monster High и тому подобное. Берем нашу модель и оборачиваем ее в нужном месте пищевой пленкой. Затем нарезаем малярный скотч на мелкие кусочки и обклеиваем им нужный участок тела куклы. Чем мельче будут кусочки, тем удобнее будет повторить все изгибы тела. Начнем с плечевых изделий. На малярном скотче очень удобно рисовать линии надрезов и выточек. Таким образом можно сформировать фасон любой одежды. Итак, сначала рисуем центральные линии на груди и на спине. Если ваша кукла имеет симметричное строение тела, то удобнее будет рисовать с какой-то одной стороны и потом скорректировать выкройку по центральному сгибу. Намечаем горловину, вырез рукава, боковой разрез, разрез рукава. Можно наметить и длину будущего изделия. Также можно отметить наивысшую точку груди, чтобы впоследствии сделать выточку. Отметим талию или обхват под грудью для возможной кокетки. Аккуратно разрезаем скотч с пленкой по боковому шву . И по центральной линии. Отрезаем рукав. Вырезаем горловину. Делаем выточку. И если кукла симметрична, можно отрезать другую часть. Чтобы сделать ровную выкройку, берем лист бумаги, сгибаем его, прикладываем центральную линию передней или задней части к сгибу листа и обводим по контуру. Отдельно обрисовываем полочку. Это будет та сторона, на которой мы закрепим застежку. И рукав. Для брючных изделий оборачиваем пленку все ниже талии. Для симметричных кукол опять же можно обмотать только одну ножку. Также обклеиваем скотчем. Рисуем центральную линию от талии через пах с обеих сторон. Намечаем длину изделия. Для колготок, чулок и тому подобного рисуем задний шов по центру ножки. Для брюк по центру внутренней части бедра. Или внешней. Вырезаем по нужным линиям. Если хотим получить развернутую выкройку, также прикладываем сгибы к сгибу листа и обрисовываем. Для обуви достаточно обмотать ножку снизу до нужной высоты голенища. Намечаем центральную линию там, где будет располагаться разрез или застежка. Для туфелек рисуем боковую линию. Можно нарисовать отдельную пяточку или носочек. Вырезать подошву
или отдельно обрисовать язычок. Благодаря такому методу можно легко подгонять человеческие выкройки. Творите и экспериментируйте. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А также вы можете поддержать меня на Патреоне. Всего лишь $1 или $2 мне очень сильно поможет улучшить канал для вас. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!